Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, безусловно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, о событиях, о перипетиях, о каких-то сложностях и радостях. Но мы смотрим энергию, мы с вами рассуждаем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, как видят этот недельный промежуток карты и первую карту, мы назовем, что для вас важно знать или что для вас нужно знать, может быть, учесть. Или та сфера жизни, которой вам придется больше уделять внимание. Неожиданность, пусть нам Таро расскажет, это то, что может быть с каким-то внезапным известием связано. Или, еще с какими-то обстоятельствами, которые вокруг нас. Что вам может помешать или чему сейчас не время? А вот чему сейчас время как раз и что вам будет помогать? Какие энергии для вас наиболее предпочтительные? По основным сферам жизни посмотрим энергии также. И это у нас первая карта: дела, работа, бизнес, документы, учеба, какие-то согласования. Энергии денег, финансы, что на этой неделе. Личная жизнь. Достанем карту. Достанем карту совет. И что же для вас важно и нужно? Ух ты, тут какая-то возможность. Вы, правда, можете даже сделать какую-то многоходовочку и найти правильный выход из сложного положения, который прежде был словно запутанный клубок. Вы сумеете как оформить важные документы, кто-то получит деньги, которые, возможно, задерживались, или просто приход денег. Это тоже может означать, но, безусловно, это вопросы любого порядка, когда это касается либо бумаг, либо финансов. Может быть, это сопряжено и с домом, мои дорогие. Все же, если мы про деньги, имущество, жилье, тоже можем отнести к этой сфере. Вот какие-то важные согласования, решения, и вы остаетесь довольны. Может быть, это еще и начало чего-то нового. Это может быть сопряжено с тем, что вы сами в чем-то определились или конкретно подписали бумагу или составили какой-то документ. Но это как путь к новым возможностям, мои дорогие. И правда, и планетарно где-то для вас новые возможности тоже могут открываться. Поэтому удержите руку на пульсе и не сомневайтесь в себе. И у кого-то выйти вот из этого подвешенного состояния. По аркану повешенный есть еще и такой момент, когда это ведь своего рода тупик. И по какому-то вопросу здесь найдется решение. С другой стороны, карта может говорить и о том, что не загоняй себя в тупик. Будь аккуратен, беря обязательства. Вот это будет важно. Потому что человек у нас как будто в перевернутом состоянии. Он себя специально подвесил для того, чтобы увидеть какую-то проблему с нового ракурса. И у вас есть возможность закрыть эту тему или понимать, как мне дальше действовать. Может быть, это стратегия по заработкам. Тема денег вообще, в принципе, важна. И в ближайшее время тоже. И у вас как раз будет на этой неделе как шанс, как возможность. Может быть, это ваша такая задумка, решение, и вы увидите варианты для маневра даже, мои дорогие. И тогда у нас вот из этого подвешенного состояния человек словно танцует уже какую-то замерзшую ситуацию, ту, которая застряла. Вы можете где-то перевернуть или превратить в волшебный танец, аллегорически говоря. И, кстати, карта может говорить, если неожиданность. Да, вы сумеете решить много вопросов или какие-то основополагающие, но все же эти энергии не говорят о каком-то ускорении. Здесь все идет своим чередом. Может быть, и есть еще в процессе те вопросы, когда требуют от вас спокойствия, к примеру, дождаться какого-то документа, когда действует регламент, действуют сроки, и вы их не можете изменить. Вот это примите во внимание тоже. Чему сейчас не время? Ну, не время хитрости, обману, этому никогда не время, но с другой стороны, семерка мечей. Не время и подозревать всех и каждого.
При этом, знаете, вот такая средняя должна быть позиция. И себя не обидеть, самому не облажаться где-то, мои дорогие, правда, не ошибиться. Быть внимательному как и к сумочкам, и к портмоне, к паролям аккаунтов. То есть будьте внимательны вообще ко всему. К платежным системам или куда вы ставите подписи. Это тоже будет важно. Но это и не повод подозревать всех и каждого или продумывать, задумывать какую-то многоходовочку новую или хитроумный какой-то план. Хитрить, в принципе, не время. Может быть, тут наоборот, как минимум есть один вопрос, знаете, как важная тема, и вам нужно не запрятать вглубь самого себя, а вынести, наоборот, на поверхность, чтобы состоялся важный разговор. Не думать где-то, что вопрос, или мы можем ведь тут надумать очень многое. Можем начать, к примеру, сомневаться в человеке. И не потому, что действительно человек скользкий, а мы его так представляем. Мы перестали доверять. И тогда нам это тоже не помогает. Тогда от нас это словно закрывает мир. А мы, где-то варимся в собственном соку. А нам нужно действовать таким образом, чтобы и себе не навредить, и открывать новые горизонты. Продумайте, тут какая-то новая стратегия, тактика или организация явно должна быть. И да, действительно, новые горизонты, что помогает. Праздник. Правда, будет какое-то доброе известие, когда действительно вы порадуетесь. Причем порадуетесь за собственные успехи, где-то за собственные правильные действия, за свою прозорливость, за свою интуицию, за правильные подсказки шестого чувства и, возможно, за то, что у вас хватило терпения дождаться оформления какого-то дела, какого-то документа. Тут может быть связано с чем угодно. Поэтому или праздник сам по себе есть какая-то дата конкретная, когда вы будете встречаться с близкими, с друзьями, с семьей. Или, мои дорогие, есть такое выражение: в бизнесе не бывает выходных, случаются праздники. И у кого из вас свой личный бизнес или личное дело, значит, что-то у вас тут, классно получится, или какой-то вопрос решится, или как продвижение какое-то новое, или тема. Но вот этот самый праздник в вашем деле точно будет. Дела, работа, бизнес, документы, карта ожидания. Правда, какое-то ожидание точно есть. Может быть, вы ждете согласования документов, опять же, повторяюсь в очередной раз. Но, в принципе, я не вижу каких-то, знаете, новых событий, которые на вас буквально сваливаются. Нет, на этой неделе нет. Это вы скорее будете пытаться расставить все по местам из событий прежней недели, которые уже случились или произошли. Или организовать свой ритм жизни. Кстати, не торопитесь, успевайте отдыхать. Повешенный вам тоже может об этом свидетельствовать. Помните, уставшие люди делают ошибки, и поэтому по королеве Пентаклей это может все идти своим чередом. И вот этот ритм совершенно необходим для того, чтобы произвести некоторую организацию своей не только жизни, а в конкретных направлениях. Или с этими направлениями определиться, что я буду продолжать. У кого-то могут быть вопросы личной жизни, семьи, родственников, мои дорогие. И неважно, кто смотрит, девочки или мужчины. У нас королева кубков выпадает. Это карта близкого, любящего человека, помимо значения ожидания. И поэтому взаимодействие с теми, кого вы рады видеть и кто рад видеть вас. Может быть, буквально помощь от близких или от вашего партнера по браку, или с кем вы вместе проживаете, или есть какие-то контакты. Все равно что-то добро приятное у вас точно будет. Что же по финансам? У нас пара, у нас семья или какой-то союз. И пусть это даже и пока и не семья, и отношения не оформлены, и кто знает, может быть, вы как раз будете этот вопрос и обдумывать. Или есть вопросы конкретного места проживания, где мы будем проживать вместе. Вы можете задуматься о вашем жилье, где вы находитесь сейчас, или для тех, кто, может быть, как дружба долгое время, может быть, соединиться. И тогда будете искать, где
Мы будем видеть наше гнездышко. Вот такое тоже может быть. Здесь же будут переплетаться и вопросы финансов. Вот то, что важно. Личная жизнь, дела дома и деньги. Ну, где-то попутно и бизнес как раз, который может пойти в гору. Или как-то благополучно решится и на работе у кого-то вопрос. Приятная неделя. Причем без какой-то гонки, без какого-то галопа. Наоборот, даже если есть какая-то пауза, она вам может помогать. В личной жизни карта силы. И если меня смотрят девочки, мои дорогие, это ваша сила, это внутренняя сила. Это вы очень привлекательны. И иногда эта карта, хотя энергетика как у мага, но это когда женщина очень привлекательна и притягательна. Хочется с ней познакомиться поближе. Кто знает, может быть, у кого-то какое-то и новое знакомство. Я такого не могу отрицать. Вполне вероятно. Так вот, тогда по карте сила с вами захотят дружить, больше общаться, больше контактов. И если меня смотрят мужчины, это может быть какая-то важная женщина в вашей жизни. Но так в целом для всех вас, мои дорогие, конечно, карта сила – это взаимодействие грамотное с окружающими, с вашим социумом, с вашим близким. Период согласований, период важных решений. И ни разу не импульс – наша прекрасная дева держит льва, а это прообраз нашего эго, на поводке. Эмоции на коротком поводке должны быть, это точно. Вот эта короткая цепочка, потому что, знаете, наоборот, импульсивность как раз может помешать. Но по этой карте возможно все. Но действуем мягко, незаметно, где-то так вот из-за кулис. Это правда. И тогда вот в таких ровных, спокойных энергиях, возможно, вы сумеете даже сразу несколько позиций своих организовать, согласовать. Словом, как и по личной жизни, как и по финансам, так и по работе. Вы есть, по крайней мере, на этой неделе все предпосылки остаться более чем довольным и усилить свои позиции. Карта совет. Уйти вот от этой тройки мечей, от бывших разочарований, от прежних сомнений, от какой-то душевной раны или разочаровывающей ситуации и позволить оставить прошлое в прошлом, чтобы это прошлое для вас, и карта конкретно говорит, оставь вот то, что было, как ситуацию, как опыт, чтобы больше тебя это не ранило. Переведи в здоровое равнодушие и поставь в чем-то точку. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.